Всем привет, все кричат, все обсуждают Иран и Израиль. Что же там происходит? И вообще, да, кто на чью сторону становится, кто кого защищает, кто кого оправдывает, за что вообще и почему все это началось, да и начинается. Я вам скажу свои мнения, свои мысли по этому поводу. То есть, смотрите, ну, ситуация такова, что Израиль с начала своего, да, основания как государства был обложен полностью врагами. То есть вокруг, да, все страны хотели уничтожить государством Израиль. То есть по факту они с начала основания живут в состоянии войны. То есть вот вам пример живой страны, которая на протяжении всего своего существования живет в состоянии войны. У них сейчас, да, там после какого 2010 или 2008 года в каждом новом доме обязана быть вот это вот не секретная, а как безопасная комната, бронированная. То есть там прям дом строится, да, и отдельно как шахта лифта вот так делается в каждом квартире. Комната такая, где ты можешь спрятаться, да, и если там попадет ракета либо снаряд, то больше своей вероятности вы выживете. То есть вот так вот страна маленькая, всего лишь около 10 миллионов населения. Иран же 90, в 9 раз, вы понимаете, да, эти моменты, какие вообще, ну, предпосылки. То есть я вначале так сказал это, чтобы вы понимали, да, что Израиль всегда в состоянии войны, всегда. Ясно дело, сейчас Сирия отпала, потому что там пришли типа демократические силы, и всех их признали, там уже и санкции сняли и так далее. Хотя там тот глава сейчас, главный кто Сирии, там, да, там тип тоже под вопросом, раньше был в списках террористов, теперь уже он за демократию, пис, все, толерантность, все хорошо. То есть, ну, такое обратно же, да, двойные стандарты. Я в этой ситуации не хочу никого, ничего поддерживать, именно конкретно, потому что, да, это не моя проблема, не моя война. На территории Украины у нас своих проблем хватает, это просто такие мои мысли. Просто смотрите, в чем фишка, что мне не нравится, например, в Иране, да, его отношению. Потому что у него на государственном уровне записано, что их цель вообще, да, главная чуть ли по жизни этой страны, Иран, уничтожить именно государство Израиль. То есть его не должно быть на планете Земля. Вдумайтесь, вот когда, вот давайте пример такой насчет соседа, да, вот вы живете, у них нет, да, границы, ну, общей, то есть у них там Ирак, да, надо пройти, там, то есть, там достаточно крупное расстояние, в принципе, ну, по меркам современной войны, ракет, истребителей и так далее, дронов, то, в принципе, рядом. Вот смотрите, мы живем, да, вот вы живете, например, и в 200 метрах от вас живет сосед, который в прямом смысле кричит постоянно на улице, пишет в интернете, записывает ролики, когда тебя видит, идет и говорит: я тебя убью, я хочу тебя убить, я ненавижу тебя. То есть вот такое вот отношение. То есть в прямом смысле он призывает к тому, что он хочет, и он сделает это в любой момент, то есть убьет тебя, уничтожит, подожжет твой дом. То есть в прямом смысле угрожает твоей безопасности. Вы понимаете, твоей и твоей семьи. То есть, ну, это странно как-то. Просто Израиль не заявлял о том, что хочет какую-то страну уничтожить, да. Вот этот удар, да, вот эти вот сейчас бомбардировки, это превентивный по факту удар, потому что Иран уже заявил, что они там уже обогатились уже максимально, они уже подошли просто вплотную к созданию ядерного оружия. А чтобы уничтожить тот Израиль, поверьте, там такой клочок земли, там, я не знаю, 2-3 боеголовки ядерных, даже средней какой-то мощности, все, от Израиля останется просто мокрое место, это раз, и два, там просто будет, ну, будет эта земля непригодная к жизни годами, то есть и Израиль это прекрасно понимает, то есть если они создадут, запустили, уничтожили, все. То есть это превентивная мера, обратно же никто не бомбардирует, они не производят бомбардировки там просто до этих городов, да, уничтожить там город. Нет, просто заводы, фабрики, обогатительные вот эти, да, все моменты по урану, там всякие химические, то есть обратно такие вот инфраструктурные объекты, чтобы Иран задумался. То есть сейчас даже, сегодня у нас, да, сегодня у нас какое число, кстати, немножко выпал из контекста
контекста, чтобы вы понимали, когда я записываю эти моменты. У нас воскресенье, ребята, сегодня у нас воскресенье, и вот на воскресенье получается, что Иран уже говорит, что он готов к сделке. То есть все началось, если я не ошибаюсь, в пятницу. И вот, да, это июнь, если что, 25 года. И Иран уже идет на попятную, потому что понимает, что, наверное, не потянет все-таки. Потому что Израиль, хотя маленькая страна, но она гордая, она сплоченная. И главное, в ней очень хорошо развито оружейное дело. То есть у них оружия реально очень много именно своих разработок, когда страна реально маленькая. Да, по факту это две Ирландии страна, и там у них просто ракеты, вот эти все ППО, да, то есть противовоздушная оборона. Например, не только вот этот железный купол, нет, там много еще других. Железный купол — это просто система, которая сбивает уже на ближних подступах. По факту это последняя линия обороны. А там еще две у них. Еще есть одна система, которая средняя дальность, и еще самая типа продвинутая, которая там за 100 километров сбивает. То есть железный купол — это просто система, которая сбивает уже, если, ну, сбивает дроны, мелкие какие-то там снаряды. То есть это в прямом смысле, чтобы, потому что это сложно сбить, когда да, дрон летит на низкой высоте, тем более, то нет смысла запускать ракету, которая стоит там пару миллионов долларов. То есть и есть железный купол, который выстреливает и перехватывает. То есть вот эта вся ситуация, я скажу так, свое мнение, что, конечно, кто-то скажет еще, что Израиль уже имеет ядерное оружие, хотя это не подтверждает. То есть и по факту туда получается так, что одним можно, другим нельзя, да, тоже как-то странно. То есть вот такое тоже есть, я не спорю, но когда страна заявляет, что мы создадим оружие и потом хотим уничтожить другую страну, это, знаете, тоже как-то не слишком прикольно знать, что если твой сосед создаст или купит себе пистолет, то он обязательно ним воспользуется и убьет тебя и всю твою семью. То есть ты будешь как действовать? Ты превентивно ты сразу позвонишь, да, в полицию, либо сам будешь что-то делать, либо сам себе купишь оружие, там забаррикадируйся и будешь каждую ночь под подушку ложить пистолет. То есть вы понимаете, о чем я говорю? К тому, что вот эта вся ситуация из-за того, что просто Иран, да, ненавидит Израиль. Только по факту тоже непонятно, что сделал Израиль Ирану. Просто что он находится на этой территории, ну, знаете, каждый может делить территорию, как он хочет. Монгольская ига и вообще Монголия, да, сейчас такая бедная страна и огромная страна. Но раньше она владела полмира, да, Чингисхан. Ну так что теперь? Сейчас выходит какой-то предок Чингисхана, а там в Монголии они чуть ли не через одного предки. Все, мы заявляем, что вся территория там оттуда до туда это наша, потому что великий Чингисхан не владел. Вы понимаете, что невозможно так заявлять в современном мире. Уже все поделили, все юридически зафиксировали, на этом нужно остановиться. Но никто не хочет. И обратно же, этот конфликт, самое главное, мне нужно было вначале это сказать, это все из-за религии, за то, что разная религия. Религия, как ни крути, она разделяет, она никак не сплочает всю планету Земля. Мне, кстати, здесь в Ирландии, ирландец, с которым, когда я ехал, у сына был баскетбол, да, и он, когда у нас еще не было машины, на игры я должен быть присутствовать, то есть ему еще не было тогда 13 лет, то есть до 12 лет, да, я обязан был его сопровождать. И меня брали на игры, и мы просто общались, ну, с отцом другого, да, ребенка, который тоже в команде с моим сыном, и он говорит, что давай рассказывать про политику туда-сюда, он говорит, все из-за религии вообще в нашем мире. Если бы не было вот этого разделения по религиям, то в принципе говорит, цвет кожи и все остальное не имело никакого бы значения. А так как больше реально, например, вот по религиям можно, да, реально больше, ну, вот, наверное, мусульман, да, это в прямом смысле это арабское происхождение, то есть, например, там христиане, там, да, там славяне, там католики, больше Западная Европа, то есть вы поняли, о чем я, протестанты такие-то, то есть иудаизм третий там, то есть вы поняли, да, эти моменты, что реально религия, она должна по факту сплочать, но так, что их много, этих религий, она нас разъединяет, и вот эта вся причина всего этого конфликта по факту, это из-за религии, то есть страна Израиль и вокруг нее мусульманский мир, то есть и по факту она как бельмо на глазу, Израиль просто как бельмо на глазу у всех мусульман там, и плюс они, да, живут типа на территории, которая очень важна в мусульманском мире, то есть видите, какие моменты, какие вот противоречия происходят, но по факту все это из-за религии, если была бы религия одна в нашем мире, одна,
единая, то никаких бы таких вот проблем бы по факту не было. А Израиль, конечно, ну, всю жизнь живет в состоянии войны, но как экономически развит, как живут там люди, как там все продвинуто, прохавано, да, то есть, как ни крути, но еврейский народ, он умеет зарабатывать деньги, он умеет создавать что-то уникальное, о чем говорить, если Эйнштейн, да, грубо говоря, из-за него все это ядерное движение и зародилось, то он сделал начало всей этой истории. То есть вот эта вот новость, пишите в комментариях ваше мнение, как вы считаете, кто правильно поступил, Израиль, либо Иран, либо вы не поддерживаете ни одну из сторон, и вам все равно, что там происходит, она где-то там далеко, и в принципе к нам не имеет отношения, но поверьте, сейчас мир такой хрупкий вообще, ну, во всем мире, да, ситуация так хрупкая, что любой какой-то ситуация может запустить необратимые процессы. Вы помните, с чего началась просто Первая мировая война? Просто с убийства, да, этого Франца Фердинанда, просто террорист просто выстрелил, убил, и все началось, закрутилось. По факту умер один человек, да, это был просто наследник, да, это был еще не представитель власти, да, в смысле, ну, прямой, я имею в виду. Все, он был просто наследник, его убили, и закрутилась такая заварушка, которая забрала столько жизней, миллионов, десятков миллионов жизней, распала столько империй и всего-всего остального. То есть, так что любая ситуация, любое сейчас событие может изменить этот мир к чертовой матери. Вот это были мои мысли о том, что просто все из-за религии, все из-за того, что все-таки людей разделяет все это, разделяет. Я не говорю, что должны быть все одинаковые, как под копирку, но все-таки, когда у вас с человеком меньше разногласий и больше, да, общего, то, конечно, вы будете больше дружить, чем доказывать друг другу свою правду. Всегда на связи, держу в курсе.